Церковь одновременно похожа на Новгородскую, и в Твери мы уже такую видели, новопостроенную. В общем, начинаешь уже привыкать к такому фасону. Ну вот здание местного телеканала Владимир. Что-то в этом есть. Прошу прощения, но опять церковь. Действительно, русский туризм очень такой православный в итоге, на поверку оказывается. И еще памятник какому-то дядьке. Очевидно, некому Владимиру. Если сравнивать с Питером, то тут тоже есть ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха. Можно было бы его посетить для сравнения. Ну а здесь как какая-то местная кремлевская стена. И еще вот такое красивое здание. В общем, немножко глаза разбегаются от красоты. Не ожидал, что во Владимире столько интересных объектов. Иногда задумываешься, зачем вообще все это снимаешь. Но вот позавчера я себя не очень хорошо чувствовал. Было ощущение, что если не засниму, то вообще ничего не запомнится. Ну а так, потом пересматриваешь записи и понимаешь, что многое забылось. В принципе, интересно посмотреть. И для себя больше. И для других тоже. Выкладываешь в интернет, автоматически и другие тоже видят. Но вот эта стена симпатичная. И там впереди, видимо, еще одна смотровая площадка. Спасибо товарищу Сталину, что он не разбомбил все церкви и соборы в городе Владимире. Вот так вот. А внизу город, смотрите, вон там машины. Одно неверное движение и скатишься вниз по траве. Вот такие горки напоминают Киев. Вот там вот такой город. На сопках. Идешь по улице, а рядом уже крыши домов. Дорожка есть. Вот симпатичная аллея. Вроде и в тени, и на солнце. А внизу по-прежнему жизнь. Так и хочется кубарем туда скатиться. Кто-то может сказать, что подобное возможно только в России, что вот может вот так свалиться случайно. Но на самом деле вот в Словении, например, как там стали, Любляна, там тоже замок есть, главный главный в городе. И там точно так же можно вниз улететь, там никаких нету ни ограждений, ничего. Кроме того, раз сейчас вспомнил эту Любляну, там вообще одна единственная достопримечательность. Владимир — это как 10 Люблян, 10 европейских столиц. Спускаемся с горы. Вот. Я ноги немного поснимаю. Блин, такое приключение. Кеды намного лучше держат, чем тапки.
Ой. Ну вот мы оттуда спустились. А еще вот тут прикольная бабушка с вещами. То ли из-за того, что в Питере так холодно, и то ли не знаю из-за чего, все время устойчивое ощущение, что я на юге нахожусь, в каком-то южном городе. Что вот сейчас еще чуть-чуть пройду вот еще одну горку, и внизу будет море. Это в магазине продуктовом. Покажу. Чем хорошо вот путешествовать по России, всякие такие необычные бренды вылазят. Суздальские напитки. Ну вот здесь ЖД вокзал и такой симпатичный паровозик. Жертва детского внимания. А вот сам вокзал, тут же и троллейбусная, и автовокзал. И за ним виднеется наверху церкви, с которых мы только что вернулись. Ну что, уже понятно, что регион Владимира это 33. И понятна причина, ибо город глубоко верующий, Владимир. А 3 это, ну, Троица, то есть это церковный такой номер. Очень любопытное коммерческое помещение. То ли погреб, то ли бомбоубежище. Там, наверное, прохладно. Ну что, друзья, аккумулятор у камеры садится, так что Владимир, похоже, заканчивается на сегодня. Хотя день еще совсем не закончился. К солнцу здесь действительно относится не с таким, как сказать, трепетом, да, как в Питере. В Питере в такую погоду все бы лавочки были обсижены, а тут нет. Гимназия номер 3, ребята. И еще одна церковь, ребята. Вот так. Ну вот, помимо церквей, здесь так и есть еще Гоголь. Новый дом. Шикарно выглядит, ставинки такие. Я в восторге.